Андрей Серафимович, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находился Советский Союз, перед перестройкой, то есть, в самом начале 80-х годов? Ну, сюжет огромный, но, в общем, с разных сторон можно подойти к теме состояния Советского Союза. И с точки зрения, допустим, общего исторического проекта, тогда надо вести отсчет от 17 года, потому что Советский Союз был продуктом большевистского проекта. Вот, со всеми его трагедиями, свершениями, ну и событиями, и всем остальным. Но так или иначе, этот проект к началу 80-х по многим статьям находился на этапе истощения. Ну, одним из первых, кто вот так вслух назвал это, конечно, публично это в Советском Союзе нельзя было услышать, это был лидер итальянской компартии Энрико Берлингуэр, который сказал, что проект октября 2017 года утратил свою историческую перспективу. Но чтобы не уходить далеко в перспективу историческую теперь, надо сказать, что по многим статьям, начиная от экономики, наверное, в первую очередь, идеологии во вторую, ну, это можно менять местами, положение в международной плоскости, конечно, Советский Союз находился на пределе возможностей. Хотя невооруженным глазом это было не видно. Если следить за советской пропагандой того времени, тем более. Ну, признаками этого были, с другой стороны, уж очень очевидные вещи, которые нельзя было скрыть. Это последовательный уход одного за другим тогдашних советских лидеров, то есть, как минимум, уход целого поколения. Поколение советских лидеров, а с ним, конечно, уходил и весь этот проект. Ну, если так немножко попробовать упрощенно это сформулировать, это был проект альтернативной истории, который пробовали сформулировать большевики еще с 1917 года и который в течение почти 70 лет пытались осуществлять разные поколения советских лидеров и советских людей. И вот этот-то проект, можно сказать, во многих отношениях зашел в тупик, в том числе и потому, что сменились эти поколения. Еще и потому, что этот проект пришлось чем дальше, тем больше поддерживать с помощью принуждения. Хотя поначалу, в 17-м, в 20-е годы и даже позже, конечно, та романтическая, идеалистическая часть этого большевистского проекта, она тоже была очень важным инструментом в руках лидеров и дала многие результаты, важные результаты. Ну, так или иначе, Советский Союз, с одной стороны, подошел к 80-м годам как вторая мировая супердержава, как вооруженная или военная сила, которой боялся Запад и которая реально была его соперником и противником, как фактор, который влиял за пределами Советского Союза на значительную часть стран на разных континентах. Можно на него было смотреть и как какой-то вариант такой идеологизированный, воссозданной Российской империи, но которая даже уже была расширена, потому что была, с одной стороны, можно сказать, внутренняя империя в виде непосредственно Советского Союза, а была и внешняя, красная, можно так ее назвать, в виде Варшавского договора, в виде других клиентов Советского Союза. Но, упрощая, я бы сказал, что советский проект надорвался. Надорвался, так, если упрощать, по двум направлениям. Его лидеры попытались одновременно осуществить две вещи. Первое
это попробовать реализовать утопический коммунистический проект на практике, чего никому до сих пор не удавалось, и в конце концов в Советском Союзе какое-то время считалось, что это получалось. А второе – это превратить Советский Союз вот в альтернативный Западу полюс мирового влияния и мощи. И тот, и другой как бы аспект этого проекта, взятые по отдельности, были неосуществимы. А взятые вместе, они тем более привели эту страну и это общество, конечно, к истощению полному их сил. Поэтому то поколение, которое пришло уже на смену уходившему, вымиравшему поколению политических лидеров, которые уже сами не верили в официальную пропаганду и в официальную оболочку или обертку этого проекта, понимали, что Советский Союз проигрывает в состязании с Западом, проигрывает в состязании с историей, отстает в экономическом смысле, в технологическом смысле и, конечно, уже практически не может ничего предложить реального и обещающего в смысле другого проекта общества. Вот, я бы сказал, точка, можно сказать, тупиковая, которая не всеми тогда еще осознавалась, но, разумеется, те новые политические лидеры, которые пришли к руководству в середине 80-х, тут уже приходится упоминать в первый раз Горбачева, но и не только его, потому что он был всего лишь одним из людей своего политического поколения и партийного поколения, понимали, что дальше так жить нельзя. А раз так дальше жить нельзя, значит, надо было предпринимать или вырабатывать какой-то альтернативный проект. А в каком состоянии идеологически находилось само общество? То есть не верхушка, а именно население? Общество, если мы говорим о советском обществе, это очень условное обозначение, потому что общество, при всем при том, что мы можем сказать о советском проекте, но ему надо отдать должное, он привел за 70 лет к радикальной, кардинальной модернизации российского общества, которое Советский Союз унаследовал от Российской империи. Модернизации в индустриальном плане, в идеологическом плане, в социальном плане, потому что многие пласты этого общества были подняты вверх благодаря советскому проекту. Короче говоря, общество в значительной степени усложнилось. А если мы говорим усложнилось, значит очень диверсифицировалось. И, соответственно, говорить об обществе как о однородной какой-то единичной величине было невозможно. Были, как они были практически с самых первых лет советской власти, откровенные противники этого проекта, одни по идеологическим причинам, другие, если говорить, скажем, о национальных окраинах или национальных республиках, по причинам соответствующим, от Украины и Кавказа до Прибалтики. Но были и те, кто считали, что, с одной стороны, после победы во Второй мировой войне советский проект получил второе дыхание, потому что он подтвердил способность этого общества, этой страны противостоять, в конце концов, абсолютному злу XX века, каким был нацизм, фашизм, причем более эффективно, чем буржуазная демократия. Потому что без него никто не может сказать, чем бы кончилась Вторая мировая война. С другой стороны, новое дыхание этому проекту постарались дать коммунистические руководители уже на этапе Хрущева, на этапе десталинизации 20-го съезда, то есть с попыткой списать
все издержки этого проекта, включая и террор, и жертвы, и мучения, и страдания многих людей, на извращение, на ошибки, на преступления Сталина, его окружения и так далее. И этот этап 60-х годов породил целое поколение шестидесятников, то есть тоже важная часть, может быть, наиболее активная часть общества в это время, которая всерьез на какое-то время поверила, что, будучи очищенным от извращений сталинского варианта, сталинской шинели, в которую был облачен Советский Союз, коммунизм, социализм по-советски имеет право на существование. И поэтому вот этот период какого-то второго дыхания, в международном плане это была разрядка, в внутриполитическом плане это была оттепель. Короче говоря, это вызвало к жизни активную среду или активную категорию в политическом обществе, которая в конечном счете-то и дала тех людей, которые дождались перестройки и постарались, насколько это им удавалось, осуществить то, что я бы назвал советский вариант еврокоммунизма. Еврокоммунизма, который родился в Западной Европе и который опирался на надежду того, что коммунистический проект не обязательно зависит от принуждения, от пропаганды, от самоизоляции, от насилия, что он может стоять на собственных ногах. Вот это был еврокоммунизм по-западноевропейски. А начиная с Дубчика, начиная с Пражской весны, такие же, так сказать, всходы появились, опять-таки, после 20-го съезда и десталинизации в странах Восточной Европы, которые решили, что социализм с демократическим лицом еще возможен. Все это продолжалось, я думаю, до 1968 года, когда не только с Пражской весной было покончено, но и с вот этим классом шестидесятников, который рассчитывал на то, что ему удастся как-то втиснуться в пространство, так огрубляя это, между Лениным и Сталиным, похоронив Сталина еще раз и окончательно, и вернувшись к истокам того проекта, который многие связывали утопически с Лениным. Вот, так что общество к этому времени было расслоенным. Кто-то продолжал верить в то, что Советский Союз, в конце концов, в 20 веке представил доказательства того, что он конкурентно способен, будем так говорить. И тому были свидетельства, начиная от победы во Второй мировой войне и кончая Гагарином в космосе. А раз конкурентно способен, значит, так сказать, выбрасывать его на свалку не нужно. Но были и те, и чем дальше, тем больше, особенно среди населения, которые, конечно, жили в повседневных условиях этого Советского Союза, с разрушавшейся экономикой, с проблемами ежедневной, повседневной жизни, с которыми уже не успевала справляться пропаганда и попытка изолировать это общество от окружающего мира, потому что в том числе и благодаря советскому спутнику эта изоляция уже больше была невозможна. Значит, проект изросся. И я думаю, что проявлялось это по-разному, практически от людей типа Горбачева и Шеварднадзе, которые говорили, что так дальше жить нельзя, но молодежь особенно начала петь это на эстрадах. Мы хотим перемен. А насколько однородна была советская элита, если это можно так назвать, то есть партийная верхушка до 1985 года? Она однородной быть не могла, хотя видимость однородности сохранялась. Во-первых, как наследие сталинской эпохи, потому что сталинский террор и вот этот, так сказать, тоталитарный зажим
всего этого политического класса, он въелся в кости, так сказать, и в психологию этих людей. Поэтому попробовать придумать какие-то оппозиционные силы или оппозиционные круги в этой среде, я думаю, это было бы чистой фантазией. Но можно сказать, что все-таки там подрастало то поколение, которое, я бы так сказал, ждало своего часа. Потому что из-за вот склеротической ситуации, в которой оказался советский политический класс, социальные лифты перестали работать, значит, какой-то естественный приток свежей крови тоже прекратился, и значительная часть и партийного аппарата даже была по существу обречена на то, чтобы ждать, пока начнут умирать, вымирать те руководители, которые не давали хода наверх партийным кадрам. А если говорить о более творческих людях, то есть не партийных, интеллигенции и других, конечно, они были задавлены цензурой, задавлены идеологией. Единицы могли вывернуться или выскочить из этого с помощью эмиграции, или уходя в диссидентство, или уходя в личные какие-то чисто кризисные ситуации. Кто запивал, кто, так сказать, эмигрировал, кто кончал самоубийством. Но, конечно, зажим всех возможных клапанов, которые давали бы возможность для выхода внутреннего пара этому обществу, внутреннее давление повышал. Ну и к этому, наверное, надо добавить одну вещь, что из-за того, что вот эта уродливая политическая моноструктура, структура монополистической партии, она требовала соблюдения монолитного какого-то облика, фасада, значит, все, что реально не могло не существовать в таком сложном обществе, как советское, оно было загнано под крышку этой скороварки. Это значит, что там под крышкой единой партии должны были существовать и прозападные элементы, и националистические, если использовать словарь прошлой эпохи, и западники, и славянофилы, и националисты, и фашисты. Хотя этот термин, конечно, трудно было использовать в этой стране после войны. Но, тем не менее, все это было в одном этом самом замкнутом пространстве. Поэтому на самом деле какая-то искусственная однородность в нем выражалась только в одном – в нетерпении дождаться каких-то изменений. Другое дело, что каждый эти изменения понимал по-своему. И часто в ситуации или в направлении, которые прямо друг другу противоречили. Но для того, чтобы это проявилось, надо, чтобы эту крышку с этого общества сняли. И вот появился Горбачев, новый член Политбюро. Что это был за человек именно в тот момент времени? Ну, я бы так сказал, что Горбачева надо определять одновременно и как личность, и как социальный тип, социальную фигуру, потому что как личность он был уже интересен сам по себе, потому что он был, как можно было бы сказать, так сказать, своего рода самородок, так сказать, из крестьян, из Ставропольской деревни, с безусловными талантами, способностями, энергиями, амбициями, потому что, параллель, конечно, кстати, будем говорить, искусственная, но не из холмогоров, как Ломоносов, но в политическом плане из своего Ставрополья прийти и поступить на юридический факультет МГУ. Это как минимум надо было обладать, если уж не большим, так сказать, уже подготовленным кругозором, но амбициями и упорством. С другой стороны, это был социальный тип.
вот того поколения, которое... У него было несколько характеристик. И поэтому я и говорю, что как социальный тип его можно было сравнивать с теми, кто потом стали или его соратниками, или его противниками. Потому что там же в этом же поколении оказались и Лукьянов, и Шеварднадзе, и Ельцин, и Лигачев, и Рыжков. То есть, так сказать, вот то самое поколение, которое заждалось, как говорят, засиделось в девках, можно считать. Вот. И все они ждали и, можно сказать, по-своему, так сказать, требовали перемен. Ну, что касается еще одной характеристики Горбачева, ну, может быть, и их тоже. Горбачева в большей степени, потому что все-таки юрфак, это он, это Лукьянов, в большей степени, чем Ельцин, я не знаю, Рыжков и другие, технари, строители или кто-то такие, они должны были испытать радиоактивное излучение 20-го съезда, десталинизацию, оттепель. Тем более находясь в Москве, тем более учась в МГУ. То есть все это, так сказать, должно было сказаться, и поэтому вот все эти шестидесятнические надежды у этих людей должны были проявиться. Если же возвращаться конкретно к нему, то поначалу он выглядел, можно сказать, банальным партийным партократом или бюрократом, потому что после окончания юрфака, значит, он пошел сначала ненадолго, так сказать, по какой-то юридической части, но потом быстро перешел на партийную комсомольскую работу, то есть классический способ, и, может быть, единственный способ делать тогда в Советском Союзе политическую карьеру. И, вернувшись в Ставрополь из Москвы, в общем-то, так сказать, стал таким крепким провинциальным руководителем, примерно так же, как Лигачев в Томске, Ельцин в Свердловске, Шеварднадзе в своей республике и так далее. А вот дальше уже, так сказать, начала играть в карты судьба, потому что его неожиданным образом поддержали такие, или увидели в нем возможного крепкого продолжателя или обещающего продолжателя их дела, те, кто, более дальновидные люди, которые понимали, что им пора уходить, начиная с Андропова. Но его поддержал кандидатуру и Суслов. У него, кстати, была хорошая репутация в глазах Брежнева. То есть он был по существу такой образцовый, подрастающий партийный кадр. И с этой точки зрения его, Кулаков, кстати говоря, его непосредственный патрон по Ставрополю и по участку работы по сельскому хозяйству. Так что его передислокация в Москву выглядела как по-своему естественное и обещающее событие. Тем более, что поначалу у него был скромный участок, сельское хозяйство, и, так сказать, ничто еще не предвещало ему такой бурный политический спорт в будущем. Вот. А дальше, если характеризовать Горбачева, я думаю, что он оказался очень таким благодарной заготовкой для саморазвития. Потому что, придя, так сказать, в виде такого образцового продукта по существу советского общества на уровне комсомольского вождя, он в то же время и оказавшись уже ближе к власти, а значит, к пониманию реальной ситуации, то есть поднявшись на ту высоту, с которой было видно значительно больше, чем со Ставропольской кочки, он в окружении примерно своих сверстников начал понимать ту глубину кризиса или ямы, в которую сползал
Советский Союз. В первую очередь тогда речь шла об экономической ситуации и о том, что СССР проигрывал, по существу, технологическую революцию, безнадежно отставая от Запада, не говоря об унизительной ситуации, в которой эта исторически аграрная страна оказалась, меняя нефть и газ на продовольствие для собственного населения унизительной, и в то же время продолжая амбициозно расширять или пытаться расширять свою сферу влияния на третий мир, в Африку, в Афганистан, в Никарагуа уже после Кубы и так далее. Так что понимание того, что страна жила не посредством или не по одежке, я думаю, должно было прийти к нему. И дальше это был вопрос времени, дождаться того, чтобы, с другой стороны, аккуратно дождаться, не сорвавшись, и не дать повода для того, чтобы оборвать эту самую его линию ожидания своего часа для того, чтобы начать спасать эту страну или выводить, так сказать, этот, как они могли предполагать, самолет, который находился в пике, из этого пике до того, пока он не приведет к кризису экономическому, кризису социальному и прочему, и международному. А сейчас часто говорят, что, придя к власти, Горбачев увидел, что кормить людей нечем, война в Афганистане только усугубляет ситуацию, цены на нефть низкие, и поэтому первый позыв к переменам и к реформам произошел именно из-за экономических проблем, а вовсе не из-за желания Горбачева что-то там такое либерализовать или демократизировать. А вы считаете это так? Я могу сослаться, это уже из-за того, что это было как бы больше моей специализации, международные контакты и доступ к международным источникам. Вот как охарактеризовал Горбачева как проект и как фигуру человек, который к нему очень проникся уважением и, можно сказать, даже восхищением, это французский президент Франсуа Миттеран. Своему другу Дюма, Ролану Дюма, он сказал: Горбачев – это человек, который, придя в дом, уже покосившийся, устаревший, решил покрасить стены, так сказать, обновить фасад и его облик. Для этого их надо было почистить. Начав их чистить, он убедился в том, что они трухлявые. Значит, надо было начать их менять. Потом, после стен, дело дошло до перекрытия. А когда занялись перекрытием, то поняли, что нельзя обойтись без фундамента. То есть, что все это настолько, так сказать, сгнило. И вывод Миттерана был такой, что я не знаю, понимает ли он, насколько совершенно титаническая задача перед ним встанет неизбежно, если он начнет реализовывать те задачи, которые он перед собой поставил. А он, на самом деле, начал с покраски стен. Он начал с попытки ускорения, с проекта ускорения, с того, чтобы, по-моему, машиностроение или, в общем, какие-то технологические такие начать решать проблемы, дисциплины труда, то, другое, третье. Что касается дисциплины труда, с ней попробовал недолго поиграть Андропов еще, это мало чем кончилось. Одна из тем, которых тоже оказались в его поле зрения, алкоголизм, конечно, драматическая, трагическая проблема, культурная, можно сказать, и историческая российского общества. Короче говоря, весь этот самый клубок первоочередных задач, когда начали расшивать, он столкнулся с ситуацией такой, что а с кем это решать? Потому что получалось так, что единственным реально функционирующим государственным аппаратом был партийный аппарат,
который на самом деле был консервативен, был малоэффективен, малокомпетентен, значит, надо было каким-то образом его растормошить, оживить. То есть появились политические сюжеты. Потом, когда выяснилось, что тормоша политический аппарат, партийный аппарат, он скорее производит или вызывает на себя огонь, то есть он больше производит противников, чем сторонников и помощников, тогда возникла проблема, а где взять союзников? И вот тут возникла проблема гласности, того, что надо было как-то перебросить мостик от реформаторов, от тех, кто хотел и верил, что это возможно, модернизировать это общество, к самому обществу, каким-то образом через Кремлевскую стену, и привлечь это с помощью гласности и открытости. Ну, а среди, опять-таки, первых тоже проблем, которые он пробовал решать, это была проблема, конечно, непосильного военного бюджета, потому что не только Афганистан, частный случай, но общая ситуация российского, советского тогда бюджета, советской структуры, экономики, супермилитаризированного, ведь для того, чтобы быть на уровне Первой мировой супердержавы Америки, плюс остальные их союзники НАТО, плюс Китай, который к этому времени превратился из вечного друга уже в очень опасного врага, плюс исламский мир после Афганистана. То есть это уже превратилось в совершенно непосильную, непомерную ношу. Значит, надо было для того, чтобы пробовать перестроить внутри страну, надо было, по крайней мере, себя обезопасить извне. То есть решить бессмысленные вещи, трата средств на производство ракет, которые нельзя запускать, потому что это будет конец мира, конец света. Танков, которые никуда все равно не собирались ехать, но тем не менее надо было состязаться с Западом в их производстве. Значит, надо было избавиться от этого абсурда подготовки к Третьей мировой войне, которая в любом случае была бы невозможной. Значит, надо было каким-то образом расшить эту проблему. Получилось так, что для него поменялись стороны света. Его фронтом оказался внутренний фронт, а внешняя политика могла быть его тылом после того, как он бы разрешил проблему совершенно нелепого, абсурдного противостояния Запада. Тем более, что Горбачев, и в этом характеристика этого поколения, у него не было, в отличие от стариков в Политбюро, у них было две вещи. Во-первых, сталинский страх, репрессии, того, что их могут любой вечер, ночь, так сказать, или когда угодно, значит, замести и отвести. А другое – это был реальный страх, паранойя, которая была унаследована от Второй мировой войны. Ведь все эти люди, и Андропов, и Брежнев, они прошли через войну, я уж не говорю о Хрущеве, и поэтому они выросли в ощущении того, что Советскому Союзу он окружен враждебным Западом, который только и ждет вообще в нетерпении, чтобы его непонятно что завоевать, оккупировать, так сказать, во что-то другое превратить. И вот у них вот эта паранойя перед внешней опасностью, она существовала. У поколения Горбачева этого не было. Он действительно видел оккупантов немецких там у себя в селе, но ему, скажем, переступить через вот этот психологический рубеж, даже хотя бы в отношении к немцу, к немецкой речи даже. Я помню, у меня вот этот синдром, может быть, больше по фильмам. Было проще, чем тем, кто был одержим вот этой идеей, что вот-вот Андропов, в конце концов, даже уже при смерти почти что, но всерьез обсуждалась громыко ситуация о том, что Рейган может нанести по Советскому Союзу упреждающий ядерный удар. Для чего? У Горбачева и у его поколения этого не было. Поэтому
Яковлев, по-моему, писал, что в своих первых разговорах, пристрелочных, еще Горбачев, по-моему, не был тогда первым секретарем, когда они встречались в Канаде. У них весь этот проект казался сведенным к очень 3-4 каким-то, надо сказать, общим пунктам. Предотвратить сталинизацию, ресталинизацию, избавиться от веса бюрократической системы, которая просто паразитом висела на обществе, избавиться от гонки вооружений. А после этого уже можно было бы, расчистив площадку, взяться за какую-то внутреннюю модернизацию. А вот когда начали формулировать программу этой модернизации, тут и начались вот эти все вопросы. С чего? С экономики, с политики, с идеологии, с кем и так далее. А насколько вы считаете, это поколенческая ситуация? То есть любой бы из поколения Горбачева, пришедший во власть и ставший генеральным секретарем, любому бы из них пришлось столкнуться с этими проблемами, а соответственно и с перекрашиванием стен, ремонтом перекрытий, заменой фундамента и так далее. Или Горбачев все-таки в себе нес что-то персональное, какие-то личные качества, которые его толкнули на эти действия? Я думаю, что и то, и другое. С одной стороны, это поколенчески. Я думаю, что кто бы ни пришел, и будь не он, я не беру Романова или Гришина, которые теоретически там мелькали как возможные кандидаты, хотя это никогда не подтверждалось. Вот, любой. И это подтверждалось тем, что в конце концов в его первом кругу его сторонников были те, как я сказал, кто потом разошлись с ним в том, из чего должен и как формулировать его проект. И Лигачев, и Ельцин, и все вот эти следующие поколения, которые требовало перемен. Во-вторых, подтверждение этому – это то единодушие, с которым Горбачев, так сказать, аплодисментами на ура был избран генеральным секретарем после Черненко. Ну, можно считать, что по-своему вот этот самый эпизод Черненко, превратив в карикатуру вообще облик советского руководителя, он облегчил решение и приход Горбачева к власти. Но вопрос в том, что ему аплодировали все на свете, ведь его представил Политбюро Громыко. Его поддержал Чебриков, дав понять, что даже, по-моему, так сказать, практически это сформулировав, что, значит, КГБ не поймет, если, значит, Политбюро не вынесет соответствующего решения. В засаде, как засадный полк, так сказать, за дверьми Политбюро, Лигачев, так сказать, с целой гроздью региональных секретарей, партийных секретарей, ждал того, значит, какое решение вынесет Политбюро, чтобы, если это будет не он, то тогда мобилизовать, как Хрущев мобилизовал ЦК, когда в свое время там антипартийные группы и прочее. Другое дело, что вот все эти разные категории видели в новом вожде разную, я бы так сказал, перспективу. Армия ждала нового сильного главнокомандующего после, естественно, Черненко, ну и даже Андропова. Партия то же самое. После Брежнева и других, того лидера, который бы не дискредитировал партию, потому что было стыдно смотреть на выступление Брежнева, не только на появление на мавзолее, но какую-нибудь его попытку выступить где-то публично в Азербайджане, где он мог прочитать одну и ту же страницу несколько раз подряд, не заметив. Вот. Партийный аппарат, естественно, поэтому ждал свежего из своих, так сказать, новых и свежих. Ну и экономисты, конечно. Экономисты, которые засиделись в ожидании какой-то попытки чего-то модернизировать, потому что понимали, что это самоедская экономика, которая пожирала саму себя только на добыче нефти и газа, она долго не протянет.
А насколько вы считаете, велика была пропасть между пониманием Горбачевым ситуации в 85-86 году и тем, что произошло в результате? Насколько он на самом деле осознавал, какой механизм он запустил в действие? Я думаю, что вот и Горбачева одновременно и как личности, и как политического лидера надо, ну, как и весь этап перестройки, нельзя оценивать статично. Его надо обязательно добавить компонент времени, эволюции. Начиналось с одного, развивалось и закончилось совсем другим. И Горбачев, скажем, начало 80-х, 86-го, это не Горбачев 87-го года, и тем более не Горбачев 90-х годов после съезда народных депутатов, и Горбачев, который уже по существу, после того, как избрался президентом, он, значит, добился того, что у него появилось, ну, можно сказать, двойное политическое гражданство. Он одновременно оставался и лидером партии, и светским вождем, президентом. Вот, то есть эволюция. И вот по пути этой эволюции всего-навсего за 6 лет и Горбачев, и его окружение, они прошли большой путь до того, что Горбачев, если попробовать использовать его жаргон, как правоверный коммунист, ленинист, долгое время, почти, так сказать, до отставки, продолжавший твердить, что вот мы недооценили потенциал ленинского проекта, а главное Ленина, который начал отходить сам от военного коммунизма к коммунизму экономическому, гражданскому, современному. Вот, начав как коммунист, он по существу превратился из коммуниста, из большевика в социал-демократа. И даже был, по-моему, очень доволен тем, что, я не знаю, признавался это вслух или нет, ну, за пределами своего окружения, там, Раисы Максимовны или, может быть, еще 2-3 человек, что, а почему бы и нет, почему бы не преодолеть тот раскол российской социал-демократии на большевиков и меньшевиков, на революционеров и реформистов, то есть, короче говоря, превратить российских коммунистов в реформистов, в социал-демократов. И поэтому он начал находить родственные души там, среди скандинавских социал-демократов, среди Вилли Брандта и Гонзалеса. То есть вот эта эволюция Горбачева, она уже показывает, что он не стоял на месте. Ну и, наконец, эволюция очень важная, драматическая с точки зрения его собственной и политической, и личной судьбы. Это то, что, начав как человек, который пытался спасти державу, спасти Советский Союз, просто видя, что это необходимо, что это срочно, или видя дальше или раньше других, что это срочно, он в конце концов оказался перед выбором, делать ли выбор в пользу демократизации системы, то есть отказа от модели однопартийной системы, от модели большевистского, кстати, государства. То есть он должен был оказаться перед развилкой исторической, необходимостью отбросить, отказаться от предыдущей модели, в которой был создан и существовал Советский Союз, то есть модели однопартийной системы, перехода на, можно сказать, политическую демократию, то есть плюралистическую политическую систему, не говоря уже о том, что все это сопровождало, и законность, и соблюдение прав человека, и разные политические голоса, и конкуренция политических сил внутри страны. А где мы говорим о конкуренции политических сил внутри страны, многонациональной, как Советский Союз, значит, подъем националистических голосов
которые могли поставить под вопрос существование вот этой имперской советской модели. То есть он оказался перед перспективой, перед выбором того, продолжать ли дальше идти по этому скользкому пути, с угрозой того, что это приведет его к отставке, к потере власти, партию к тому, что она перестанет быть уже только в силу того, что это записано в Конституции, кстати, надсмотрщиком в этой палочной системе. И, значит, открыть полную неопределенность и для дальнейшего существования страны и своего собственного будущего. И вот то, что Горбачев, в конце концов, сделал этот шаг в сторону вот этого неопределенного будущего ради того, чтобы, ну, по-своему, перечеркнуть возможность возврата в прошлое. Потому что, смотрите, что произошло. Хрущев начал с десталинизации. Но как только, кстати, вспыхнули, с одной стороны, восстания в других странах Восточной Европы, а с другой стороны, там слишком во время оттепели подняли голову разные диссиденты, кстати, он, конечно, вернулся в комфорт однопартийной идеологической системы. А китайцы, которые, по крайней мере, на уровне, я уже не помню, как звали их, реформатора, Хуагафен, по-моему, тоже увлеклись примером советской перестройки и попыткой модернизации, но они резко осадили весь этот процесс в 1989 году, расстреляв и раздавив танками демонстрацию на Тяньаньмэнь. После этого, кстати, вопрос о политической реформе отпал. Горбачев решил пойти дальше. Он пошел по пути, он даже, по-моему, в каких-то ситуациях об этом говорил, по пути, который попробовали пройти чехи, Дубчик и другие, то есть социализм политический, социализм с демократическим лицом, социализм, не основанный на принуждении. Но он думал, что ему удастся это сделать, потому что он может не бояться, как чехи, того, что придут советские танки. Но они, в конце концов, пришли в августе 1991-го. Вот, и на этом уже его проект, так сказать, его личная карьера по существу политическая была оборвана. А если, как вы говорите, посмотреть на эти 5-6 лет в динамике, то складывается такая картина, что первый год или первые годы Горбачев был двигателем прогресса, а в какой-то момент жизнь стала обгонять его, и он уже не успевал за развитием событий, не был готов идти в ногу со временем, а между тем Ельцин и многие люди вокруг него были настроены более решительно, были готовы двигаться вперед к более радикальным реформам. Хотя, конечно, вряд ли кто-то из них в 87-м или в 88-м году представлял себе возможность распада Советского Союза, но так или иначе Горбачев стал в какой-то момент, если не тормозом, то, по крайней мере, балластом. Ну, здесь мы погружаемся вот в эту многоцветную, так сказать, хронологию. Дело ведь в чем? Балластом с чьей точки зрения? Потому что, как я сказал, значит, после того, как сняли крышку с этой скороварки, так сказать, все течения выплеснулись на поверхность. Среди них были, так сказать, радикалы, можно сказать, прозападники, которые считали, что надо немедленно двигаться в сторону свободного рынка, что надо делать все наоборот, все противоположное тому, что делал Советский Союз, в том числе в экономике, не говоря уже о других вещах. Это значит, по существу, вариант тэтчеризма, рейганомики, пиночетизма, допустим так, чилийского. Вот. Рассчитывая на то, что невидимая рука рынка, после того, как ей дадут, так сказать, свободу, она наведет порядок во всех областях, и в экономике, и в социалке, и, так сказать, и во всем остальном. Но ведь речь идет о гигантском с исторической колоссальной инерцией, вот своего рода корабле, ну, оказалось, Титанике,
вот, который был обременен. Что значит в одночасье изменить, допустим, экономический комплекс? Военно-промышленный комплекс, который в прежней советской экономике, милитаризированный, составлял 40-60%. Ведь там даже технологии, наука, соответственно, и образование были подчинены военно-промышленному комплексу. Мы могли пользоваться там, холодильниками ЗИЛ там, или пылесосами только потому, что, так сказать, на этих заводах изготовлялись не танки, то для детали для ракет. Так сказать, мы спутником могли воспользоваться только потому, что это была военная ракета. А за этим комплексом, который представлял собой 40-60% экономики, миллионы людей. Моногорода, которые производили танки, которые прямым ходом отправлялись за Урал для того, чтобы там складироваться, так сказать, и ржаветь. А что делать с этими людьми? И вот тут возникает вопрос темпов. Быстрее, медленнее, так сказать, с оглядкой, без оглядки. И вот здесь, собственно, можно идти только как идешь по тонкому льду, на ощупь, пробуя. Провалился, значит, слишком быстро пошел. Поэтому у Горбачева сначала политическая реформа пошла, было, для того, чтобы растормошить, получить себе каких-то политических союзников. А трогать экономику боязно и отставали. А как быть с его собственным окружением? Я помню, что на каком-то этапе, не помню год какой-то, когда попробовали было отпустить цены на макаронные изделия или что-то в этом духе. Взвился кабинет министров, Рыжков, потому что сразу и с мест пошли панические сигналы, а что будут люди есть, которые не видят ничего, кроме макаронов. И больше даже, чем хлеба. То есть вот это соотношение одних и других с экономической точки зрения, а с политической, вот смотрите, весна 1991 года требует отставки Горбачева и, значит, введения, с одной стороны, радикалы во главе с Ельциным, потому что его обвиняют в авторитаризме, в том, что он хочет, так сказать, ввести диктаторский режим, и поэтому его надо отстранить от власти и передать власть в стране, значит, какому-то совету, консилиуму, Боярскому совету из представителей республики. И одновременно отставки Горбачева требует Верховный Совет, полковники, почти черные, кстати, у нас, которые, видя, что Горбачев не решается применить силу для того, чтобы удержать Прибалтику, Армению, не идет на то, чтобы там навести порядок в Карабахе, колеблется в отношении крымских татар, которые под стенами Старой площади, там городок или у России, расположились. Какую выбрать среднюю дорогу, среднюю тропинку, без того, чтобы вот эти, кстати говоря, крайние силы не вцепились друг к другу в глотку, то есть избежать гражданского конфликта. Вот это судьба, трагическая судьба любого такого руководителя, который пытается балансировать и считать, что и должен как-то вычислять почти что на пальцах. А вот этот объем перемен, готово ли общество его переварить или надо осадить назад? Вот на этапе 90-го года там Горбачев начал избавляться от своих, так сказать, будем говорить, ультрадемократических сторонников. И, значит, пошел под крыло консерваторов. Болдин, Язов, Лукьянов, кстати, Крючков. Его немедленно обвинили в том, что он продался, так сказать, переметнулся, он изменил делу демократии.
В его представлении это была измена демократов. Они-то, дескать, должны были понимать, что он по существу играет роль заслона их вот этих самых, так сказать, ретивых демократов от того, чтобы с ними не поступили, как китайцы со своими в 1989 году. Вот двусмысленность, несчастная по существу судьба любого реформатора, который замахивается на радикальные перемены. Единственное оправдание – это результат. Удалось добиться необратимых в чем-то результатов или не удалось? Какой ценой? Ну, ценой отставки, ну что же, зато, так сказать, протолкнули страну и во внешний мир, и в другую историю. А вы считаете, что сам Горбачев формулировал для себя эти вещи вот так? Или вы сейчас красивыми сентенциями насыщаете его нерешительность, а он просто двигался по наитию, шаг вперед, шаг назад? Ну, что значит формулировал? Тут ведь надо, человек на его посту – это человек поступков. Тут ведь надо принимать решения. Отправлять армию, допустим, в Ереван или нет. Как быть с Баку, когда там режут армян? Как поступать с Грузией, когда там то же самое происходит? Значит, или как, допустим, Громыко, когда обсуждали на политбюро крымских татар в Москве, когда Громыко говорил, армия выйдет на улицы и все успокоится. Но вопрос, какую цель ты ставишь? Армия могла выйти на улицу. Армия, кстати, могла, может быть, даже и еще не поздно было в декабре 1991 года отреагировать на то, что произошло в Беловежской пуще по отношению к тем, кто совершил по существу политический и государственный переворот, антиконституционную акцию. Но представляя, какой отзвук это получит в стране, представляя, что это может вызвать, что это чревато риском гражданского конфликта или гражданской войны, он на это не пошел, потому что это могло выглядеть с его точки зрения как его попытка удержаться любой ценой власти. Расскажите немножко про Ельцина и про противостояние Горбачева и Ельцина. Ну, я многого не могу сказать, как вы понимаете, я был на другом берегу, поэтому я мог наблюдать только, ну вот, как вызревал этот конфликт, как впервые по существу фамилия Ельцин прозвучала после известного пленума, его выступления на пленуме в 1987 году, и как он выглядел тогда во глазах многих, в том числе даже в партийном аппарате у нас, я это помню, как человек, который мог помочь Горбачеву справиться с тем, что тогда казалось многим из нас самой большой опасностью. Вот лигачевская, так сказать, попытка выстроить консервативный такой противовес. Мы помним все, что было с этим манифестом Нины Андреевой. То есть это была попытка, так сказать, действительно вернуть всю ситуацию назад. И Ельцин с этой точки зрения выглядел как потенциальный союзник Горбачева, даже если он на самом пленуме с точки зрения Горбачева забежал, так сказать, вперед, нарушил ему вот эту сложную игру баланса. Он не хотел расставаться с Лигачевым тогда, потому что считал, что Лигачев успокаивает, так сказать, консервативное крыло партии, если он будет в его окружении, а Ельцин нарушал эту игру. Вот. Потом был эпизод с его, значит, отставкой, ссылкой. Были известные горбачевские слова насчет того, что многие ему советовали поступить так, как поступили бы с любым партийным диссидентом
в прошлые годы, отправить его послом куда-нибудь или, там, я не знаю, директором электростанции, как Маленкова, что-то такое. На что он говорил: нет, нет, нельзя, это политика. Вот. Плюс была целая, так сказать, целый клубок этих противоречий между Лигачевым и Ельциным. Лигачевым, который долгое время считал, что он был первооткрывателем Ельцина, потому что он порекомендовал его, открыв его в Екатеринбурге, как деятельного, радикального в его стиле, кстати говоря. Они во многом были по характеру и темпераменту очень, так сказать, с разной окраской, но похожими людьми. Вот. А потом началось другое, началось с этим брожением демократического крыла, вот этого, кстати, наших младорадикалов, которые обнаружили потенциал в Ельцине как в опальном лидере, опального, которого можно было, так сказать, использовать, опальный, который был более свободен, допустим, чем те, кто были у власти в своих высказываниях. Допустим, мы же, кстати, знаем разницу между оценкой ситуации в Прибалтике Горбачевым и Ельциным, который поехал, я не помню, в Эстонию или в Вильнюс, по-моему, в Таллин, кстати, для того, чтобы... Вот. А дальше началась логика, и одновременно и политическая, и личная, потому что у Ельцина обида на, так сказать, то, как его отодвинули с первых позиций, она, конечно, не прошла. Он оказался очень полезным и эффективным инструментом в межрегиональной группе. Потом всякие Гавриилы Поповы и другие, так сказать, не стесняясь, говорили о том, что они рассчитывали на то, что они используют его авторитет, его опальный облик, его пробивную силу тоже для того, чтобы, значит, так сказать, свалить консервативное окружение и отодвинуть Горбачева. Ну, был период, на котором даже самые близкие советники Горбачева ему говорили о том, что вот почему вы не договоритесь? Ведь вы же понимаете, что вот от этого конфликта личного между вами страдает дело. А на самом деле почвы под этим нет, потому что политически вы стремитесь двигаться в одну сторону. Вот. Ну и тут была даже встреча, которую организовывал чуть ли не Болдин, по-моему, между ними. Были попытки Яковлева тоже каким-то образом их примирить, но Горбачев на каком-то этапе сказал, что вы его плохо знаете. Он, так сказать, на компромиссы и на какие-то договоренности не пойдет, он не успокоится. И по существу, когда потом были многие, я считаю, очень неловкие шаги, попытки затормозить восхождение Ельцина с помощью разных Полосковых, там, так сказать, и других, которые только добавляли ему авторитета. Это цена, которую Горбачев за эти неуклюжие демарши заплатил. Ну а дальше главный парадокс истории. Ельцин оказался спасителем Горбачева в августе 1991 года, но спасителем, который по существу уже себе на голову переложил его корону первого человека, политического лидера в России. Попытки Горбачева уже на последнем этапе какой-то еще найти компромисс, который бы позволил избежать такого хаотического распада СССР, уже ни к чему не привели, потому что, хотя ему и удалось как-то склеить проект союзного договора и даже убедить Ельцина на каком-то этапе его поддержать, это было уже обречено.
А давайте вернемся в 80-е. Скажите, а что толкнуло Горбачева на создание съезда народных депутатов? Я говорю толкнуло, потому что обычно никто по собственной воле не делится властью. То есть, видимо, были какие-то обстоятельства, которые этого требовали, какое-то там дыхание общества, которое просто заставило Горбачева пойти на этот шаг. Нет, но это очевидная вещь. Если вы начинаете политическую реформу, если вы стараетесь сменить политическую модель, то есть вы уходите от однопартийной системы. Что значит вы уходите от однопартийной системы? Первое условие – это организация свободных выборов. Организация свободных выборов куда? Верховный Совет должен был уже превратиться тогда в парламент. Вопрос там долго так муссировался, сразу ли перейти, вот какой-то, так сказать, сменить сюртук, там, я не знаю, там, российский на западноевропейский, или как-то, так сказать, это сделать по этапам. Верховный Совет и съезд народных депутатов, то есть сохранить какую-то двуступенчатую такую переходную структуру до того, как парламент станет по-настоящему работающим, потому что ведь парламент, чтобы он был работающим, должен был бы отражать основные какие-то политические течения, политические партии. А где они? Надо было дать им возможность вызреть, создаться. Ну вот, легко было, так сказать, создать какую-нибудь либерально-демократическую партию с Жириновским. Там всего-навсего это потребовало каких-то там, как я понимаю, административных и финансовых усилий. А другие течения от либеральных, от афанасьевского, так сказать, поповского крыла до более консервативных националистов, почвенников и так далее, им надо было дать каким-то образом вызреть, ведь в тени Лигачева начала формироваться российская компартия с таким явным, конечно, сталинистским советским душком. И в то же время она отражала какое-то, так сказать, течение. Значит, для того, чтобы создать вот эту новую политическую структуру, надо было, собственно, два условия. Первое – отказаться от 6-й статьи Конституции, потому что до тех пор, пока в Конституции написано, что Компартия, единственная партия в стране, является руководящей и направляющей силой, тогда все остальные не существуют. Тогда из кого избирать будущий парламент? Значит, надо было этот барьер снять, а дальше дать какое-то время на формирование нового парламента. Из этого вот родились такие довольно искусственные схемы, когда по существу по гильдиям там выбирались депутаты от общественных организаций. Парадокс состоялся в том, что академическая среда на каком-то этапе забаллотировала Сахарова. И Сахарова надо было, кстати, вставлять уже по подсказке и по подталкиванию из центра. Ну и третья причина – это то, что Горбачев должен был избавиться от мундира партийного лидера и превратиться в лидера выборного, светского, так сказать, прошедшего через парламентские выборы. Один из эпизодов, о которых я не знаю, как он сожалеет, не сожалеет, но во всяком случае он не очень любит к этому возвращаться, это его решение о том, чтобы первые выборы советского президента провести не через общенародные выборы, а через съезд народных депутатов. Потому что там было меньше шансов, что какая-то случайная фигура, вроде Зеленского, так сказать, вдруг... Там же был не Зеленский, а Оболенский, по-моему, который возник неизвестно откуда. Вот, то есть поставит под удар или, так сказать, под риск вот какой-то, так сказать, продуманный график политических реформ раньше времени.
И поэтому он пошел на вот это в порядке исключения. Первые выборы советского президента были выборы через парламент. Хотя есть масса стран, в которых, так сказать, это происходит. Но уже в этом было заложено на дальнейшее неравенство его категории с Ельцином. Потому что Ельцин прошел через выборы, рискнул, ему было мало чем рисковать, Горбачеву было чем рисковать, но он не рискнул. Хотя я считал тогда еще, что если бы он рискнул, то тогда уже сам факт того, что он бы, так сказать, отдал себя на волю избирателей, это придал бы ему дополнительные козыри. Но это все задним числом. А какое отношение у Горбачева было к либералам? Я имею в виду к межрегиональной депутатской группе и ко всем, кто его на тот момент уже критиковал за там, забалтывание ситуации и за сближение с консервативным крылом. Ну, к либералам у него было сложное отношение. Он, конечно, как любой руководитель, все-таки привыкший, так сказать, быть абсолютным руководителем, он раздражался, он мог раздражаться и на публикации в прессе, вот там были эпизоды с аргументами и фактами и прочее. Вот, ну, не надо забывать, откуда он шел и, так сказать, в какую сторону он двигался. Вот, я бы сказал, так резюмируя, что он к либералам относился с некоторой обидой. То есть он считал, что как же они не понимают, что, подталкивая его под руку, так сказать, и, ну, что называется, бездумно, без оценки всех рисков, с чем это сопряжено, подталкивая его на ускорение, на то, чтобы решительно разорвать, так сказать, с советским прошлым, с огромной массой партийного аппарата, они ему осложняют работу, которая в конечном счете должна привести их в руководство страной. Поэтому он считал, что он имеет право каким-то образом ими пренебрегать больше, чем теми, в ком он видел реальную опасность. Хотя это вызывало обиды, в том числе и в этой депутатской группе, да и в его окружении, и Яковлев, и Примаков, и Бакатин. В какой-то момент, когда он их отодвинул из президентского совета, они, конечно, были уязвлены этим, а в его представлении, ну, они просто как бы не имели права его подозревать в том, что он переметнулся на противоположный берег. Ну, не мне их всех судить, но в депутатской группе к Сахарову он относился всегда с уважением, хотя известный эпизод публичный, когда он там оборвал его на полусловие, но после того, как он превысил все регламенты. Ну вот вам картинка. Съезд ревет, когда Сахаров там, тем более, что-то говорит про Афганистан, так сказать, или что-то другое. А Горбачев должен найти какую-то формулу для того, чтобы, так сказать, вырулить из этой ситуации, потому что тот Сахаров, которого он вернул из ссылки, которого он, так сказать, чье избрание он обеспечил в этот депутат, он без оглядки движется дальше. Хотя у них были доверительные разговоры и уважительные разговоры. А вот это сближение с консерваторами... Просто чтобы закончить с этим, но это уже больше мое мнение, я думаю, что он слишком, ну, особенно если это вы будете переводить на английский, заминдальничал с этими своими демократическими, так сказать, союзниками. В каком смысле? Он слишком боялся, не торопился расстаться с тем, кто олицетворял, в конце концов, уже такой консервативный груз. Потому что в глазах многих не только Лигачев, но и
Медведев и другие, они как бы, так сказать, олицетворяли уже какое-то прошлое, от которого надо было избавляться, ну, даже Рыжков. И мне кажется, что если бы он более решительно нашел способ привлечь в свою новую команду, обновленную команду людей из новой популяции, тот же Амбарцумов, Станкевич, кстати, Попов, то они и без того, заждавшись возможности, кстати, перейти к политической работе, они бы с удовольствием послужили ему, скорее, чем пошли бы в лагерь Ельцина для того, чтобы, кстати, толкать его ну, к радикальной конфронтации с Горбачевым. А вот это сближение со всеми такими ретроградами, с Крючковым, с Язовым, это был, вы считаете, тактический ход, которым он пытался удержать ситуацию? Или Горбачев уже к этому моменту испугался по-настоящему, что ситуация выходит из-под контроля, и сам стал хвататься за прошлое и был готов повернуть назад? Нет, это и то, и другое. Ситуация ходит из-под контроля, потому что Верховный Совет явно выходил из-под контроля. Мы ведь с вами не знаем, какое количество путчей он отсрочил или избежал вот таким лавированием между одними радикалами и другими. И в его представлении, вот я помню, я был на одном из пленумов, уже последних ЦК, где областные секретари и прочие пришли с выкриками, ну и генералы типа Макашова насчет того, что пора стукнуть кулаком, пора навести порядок. И Горбачев не выдержал, и, сидя в президиуме, он сказал: так вы вот этого хотите? И действительно стукнул кулаком, и зал зааплодировал. Он сказал: не дождетесь. Поэтому его вот этот зимний или осенне-зимний уход под тень консерваторов, ну, был его анализ того, что, так сказать, радикалы и он вместе с ними рисковали слишком, так сказать, быстро и слишком далеко забежать вперед, и что надо дать время обществу как-то такое переварить. Ну, видите, вот вы этот вопрос задаете, но его может задать любому человеку в его положении. Как разделить его собственное представление о своем проекте и о своей судьбе, и о своей ценности для истории? Он может очень легко сформулировать для себя свои решения тем, что мое сохранение важнее, допустим, для того, чтобы продолжить, так сказать, начатое. А как здесь решить? Идет ли речь о самосохранении, идет ли речь о его оценке политических шансов, кем можно в этой ситуации пожертвовать для того, чтобы эти шансы сохранить, на кого опереться? Это вопрос, конечно, который каждый решает ночью. А я слежу за временем. Хорошо, хорошо. Ладно, я тоже. Я первый раз посмотрю. До сих пор не закрыт окончательно вопрос о том, насколько возможно, что Горбачев знал о готовящемся путче, что он уехал в отпуск, чтобы развязать путчистам руки и дать им шанс провернуть это дело. Или это невозможная ситуация, при которой Горбачев... Ну, честно говоря, это мне казалось, что это давно уже закрытые вопросы. Это вообще бредовая ситуация. Достаточно было посмотреть на Раису Максимовну после мини-инсульта, который она получила при известии о том, что вот Горбачев по состоянию здоровья не способен выполнять обязанности президента. И когда она боялась того, что летящая какая-то депутация там с
с Крючковым и другими, значит, едет с намерением привести его в такое состояние. Вот, это для меня лично это уже, так сказать, самый первый аргумент. То, что на протяжении нескольких месяцев он давал, вот, так сказать, какие-то, издавал двусмысленные сигналы, то, что он на каком-то этапе там на Верховном Совете, значит, тоже вдруг попробовал себя вести как Деголь, который, значит, устраняет всю фронту или какую-то, так сказать, оппозицию, считать, что это можно тактически, конечно, ходы, но, например, вот тот пленум, про который я рассказывал, когда там было полное бурное восстание консервативной части, потому что на пленуме, естественно, были партийные консерваторы, в зале он хлопнул дверью и сказал, что я не могу продолжать оставаться генсеком партии, в которой на самом деле 6 или 7 партий. Ухожу. И вышел из зала. И вот это, так сказать, вся эта галерка и все это политбюро оказались перед перспективой того, что не будет между ними и остальной страной Горбачева, который каким-то образом их, так сказать, прикрывает и лавирует даже тем, что он еще продолжал оставаться генсеком. Он и должность генсека, как он объяснял, сохранял только для того, чтобы, как он говорил, держать на поводке эту бешеную собаку, которую он считал, не стесняясь, партийный аппарат. Хотя ему были советчики, быть легко в такой ситуации, которые говорили, надо избавиться, надо уйти с этой должности, пусть партия там, так сказать, гниет и тонет, как, так сказать, показали выборы, кстати говоря, на первый съезд народных депутатов, потому что там почти большинство этих партийных функционеров забаллотировали. Он говорил, нет, надо было каким-то образом, так сказать, добиться того, чтобы из этой партии забрать с собой здоровую часть, которая готова идти на модернизацию, на демократизацию, не боится этого. Вот, поэтому лавирование неизбежное было. В какой степени оно было оправдано, так сказать, что могло бы получиться, не получиться. Вот Рыжов Юрий мне говорил, что путч мог бы состояться на год раньше. Так сказать, у него были такие сигналы. Может быть, лавирование Горбачева позволило этого избежать. Для Горбачева он мне как-то сказал, вот здесь ты уловил, потому что я же писал его политическую биографию, а потом, так сказать, историю этих событий. Он сказал, да, ты поймал, для меня самое главное было выиграть время. Выиграть время для того, чтобы вот начатая эволюция, развитие страны, кстати, продолжилась и каким-то образом там, сухое отмирало, так сказать, новое произрастало, но эволюция вместо революции, возможно, обычно, ну как, знаете, тающий снег на крыше. Его в пробирку не соберешь. В какой-то момент он просто съезжает целым пластом. Так и произошло. А он считал, что вот этот договор, или как вы считаете, если бы дело дошло все-таки до подписания нового союзного договора, был ли хоть какой-нибудь шанс на реальное сохранение Советского Союза? Вопрос надо нюансировать. На какое время? Потому что в исторической перспективе, я думаю, что это нереально. Но, опять-таки, как переходная форма могло бы продолжиться, потому что без путча. Потому что первое Новоогарево, оно привело
к вполне работоспособному проекту союзного договора, который должен был быть подписан 20 августа. Его подписали все, включая Ельцин тогда. У этих партийных бывших, значит, республиканских секретарей еще в голове не произошло вот этого освобождения. Они не могли себя вообразить лидерами новых независимых государств. Они продолжали, кстати, исходить из того, что во главе все равно будет оставаться Москва, центр, Кремль и Горбачев. И они, так сказать, пошли на это. Потом там удалось добиться совершенно немыслимого компромисса, ведь там же эта новая структура, она позволяла учесть не только республиканские интересы, но и автономных республик. И Татарстан, так сказать, и другие, которые осмелились поднять голос, они тоже были там учтены. И этот текст был готов. При этом самым, конечно, яростным соперником или противником этого был Верховный Совет и Лукьянов, потому что они оказывались неудел. В новой структуре все союзные, бывшие союзные генералы, ну и структуры отменялись. И Верховный Совет оказывался без работы со всеми своими бонзами и руководителями. Ну и союзные министры, потому что слово «союз» ведь в русском языке очень удачное. Оно позволяет снять разницу между конфедерацией и федерацией. Это союз. Это может быть и то, и другое. А что был этот союз? Трудно сказать, потому что там за центром в виде Горбачева, с чем были большинство согласны, оставались главные вопросы: внешняя политика, оборонная политика, главные социальные вопросы и гарантии. И вот в такой форме союзное государство могло, почему бы нет, на какое-то время еще существовать. Может быть, до следующего какого-то, я не знаю, кризиса или чего-то. Но оно могло продолжить. Тем более, что вопреки тому, что приписывают американцам и вообще Западу, для них был кошмаром распад Советского Союза. За вычетом 3 прибалтийских государств, американцы и Буш, в частности, они были за. Ну, хорошо. Короче говоря, американцы были за сохранение единой централизованной структуры. Не только американцы. Сейчас уже это я могу сказать как непосредственный свидетель. На встрече, последней встрече Горбачева с Миттераном, которая состоялась в ноябре 1991 года, за несколько недель до Беловежской пущи, когда Горбачев залетел к нему по приглашению в его личное поместье. Миттеран ему говорил: Франция с исторических времен заинтересована, с петровских времен, заинтересована в том, чтобы на востоке Европы существовало единое централизованное государство, которое бы уравновешивало ситуацию в Западной Европе. Он не говорил, что мы заинтересованы в этом, чтобы контролировать Германию, но было понятно. Мы в этом заинтересованы, и мы заинтересованы, мы ничего не сделаем для того, чтобы помешать сохранению Советского Союза. А перед этим в Мадриде за несколько дней на обеде, который давал король Хуан Карлос, и Буш там был, потому что это была конференция по Ближнему Востоку, они говорили, что мы, как западные союзники и как западные союзники между собой, западные партнеры Горбачева, мы заинтересованы в сохранении демократического союзного государства на территории СССР. Так вот, Буш, когда он летом 1991 года поехал в Киев, он произнес там публично речь, в которой он сказал: не гонитесь за ложно понимаемой независимостью, принося ей в жертву те перспективы демократии, которые вам
несет нынешний политический проект перестройки. Сказать это в Киеве, если бы он сейчас себе позволил это сказать, так сказать, его бы просто затоптали на Майдане. То есть и американцы, и Запад, ну, особенно американцы, по причинам понятным, геостратегическим, для них кошмаром было расползание атомного потенциала СССР по республикам, были заинтересованы в сохранении этой централизованной власти. Поэтому союзный договор, если бы он был подписан 20 августа, мог бы какое-то время продержаться без республик. 12 республик там бы могли на какое-то время остаться. Что было бы дальше, трудно сказать. Но даже не только первый Огаревский союз, даже второй, тот, который уже так вообще из осколков склеивали в Новоогареве, ну, в конце концов, Ельцин, я проводил эту пресс-конференцию, и Горбачев дал возможность Ельцину выступить перед журналистами, в конце прямо-таки пропустил его вперед, и Ельцин сказал: будет новое союзное государство. И казалось, что это может существовать. Одно из условий, или которое для себя Горбачев формулировал, это то, что он был готов сказать, что он не будет себя выдвигать на пост нового президента. То есть для него перспектива сохранения союзной структуры ценой, если нужно, его отставки, была вполне реальна. И он, я думаю, его бы устроило, если бы Ельцин пошел на то, чтобы быть его преемником, но это не устраивало Ельцина, потому что сесть в кресло Горбачева для него было, кстати, исключено. Поэтому вот это Ельцин ли или те, кто его окружали, они пошли на то, чтобы решить эту проблему более, кстати, радикально, сменой флага. А расскажите о вашем отношении к Беловежским соглашениям. Кому? К Беловежью. Беловежье после того, как на Украине состоялся референдум, конечно, было по отношению к Горбачеву, отвлекаясь от политической оценки, просто бесчестным шагом. Потому что, в конце концов, лидеры вот этих союзных республик, они, собственно, и были продуктом предыдущих 6-7 лет и продуктом того, что создал и во что превратил эту страну Горбачев, и его попытки предложить им более плавный, более уважительный, так сказать, более легальный путь перехода от централизованного государства к такой союзной конфедерации, я считаю, был оправдан. И он заслужил в этом смысле такого уважительного подхода. Я вам приведу пример. После того, как он произнес свою речь об отставке 25 декабря, и вот состоялась эта совершенно, кстати, безобразная, так сказать, ситуация, когда Ельцин отказался прийти на встречу с ним для получения ключей от ядерного кода, потому что в его представлении, кстати, уже Горбачев был никто, и поэтому этот код передавался ему через Шапошникова. Проходил, ну, Горбачев собрал в соседней со своим кабинетом комнате такой товарищеский ужин прощальный, там было 6 или 7 человек, его ближайшего окружения, я был в их числе. Ни один из республиканских секретарей, которые стали
президентами новых независимых государств. Не позвонил Горбачеву после его отставки. Звонили Буш, звонил Миттеран, звонил Коль, так сказать, звонили... Кто только не звонил для того, чтобы поблагодарить его за то, что он совершил, так сказать, в мире, ну и, как многие говорили, со своей собственной страной. Ни один из этих руководитель не позвонил, потому что уже над Кремлем нависла тень нового царя. И поэтому все они не решались и решили на всякий случай этого не делать. То есть ни Назарбаев, ни Акаев, никто? Я сказал, ни один. Все они, кто еще за полгода до этого не могли и помечтать о том, что они станут президентами независимых государств и что они получат все это из его рук. Вот вы называете Беловежье переворотом, да? Ну, многие либеральные политики... Нет, я не сказал этого слова, это вы называете переворотом. В начале разговора, если не переворот, то, по-моему, вы назвали это государственным переворотом. Ну, хорошо, это вы, да, может быть. Ну, ладно, я не снимаю, да, этой формулы. А многие сейчас говорят о том, что смерть СССР к этому моменту уже давно наступила, и в Беловежье было просто подписано свидетельство о смерти, потому что Советский Союз уже сам отдал концы, и то, что произошло в Беловежской пуще, было просто такой необходимой формальностью. Даже если это было некрасиво сделано по отношению к Горбачеву, потому что это было сделано за его спиной. Но так или иначе, это было не решение о распаде СССР или о развале СССР, а просто констатация этого факта. Ну, что я могу сказать? Это надо тогда на оценки других ссылаться. Почему Назарбаев был в ярости, когда узнал о Беловежской встрече? Другое дело, что там еще был привкус того, что это славянские государства приняли решение за других. И потом уже пришлось, так сказать, догонять это решение вот этой встречей в Алмате. Да, можно сказать, что Советский Союз уже умер, но он умер в августе 1991-го. И дальнейшая его смерть была действительно вопросом времени. Вопрос, в какой форме его хоронить, это уже вопрос формы, действительно, поэтому я и говорю. Но на самом деле он был убит путчем 1991 года. Я разговаривал на этот счет с Крючковым и говорил, вы понимаете, что вы, так сказать, делая или считая, что вы, заявляя, что вы пытаетесь спасти Советский Союз, вы тем самым его сломали окончательно. Он сказал, мы не хотели быть диктаторами. Вот. Но на самом деле, потому что путч августовский сдвинул как раз вот этот снег с крыши, потому что начался обвал заявлений о независимости со стороны республик. Причем здесь интересно вдуматься в логику за этими декларациями о независимости. Одни испугались путча, то есть того, что Советский Союз вернется в централизованную систему, и значит опять им придется давать под козырек, что они, кстати, сделали в первые дни путча. И Кравчук, и Назарбаев, кстати, они все сделали под козырек, и они готовы были, кстати, считая, что в Москве вернулась просто, значит, советская власть. Но когда они поняли, что этого нет, они поторопились выступить с декларациями от независимости, чтобы этого не произошло. А другие чего испугались? А другие испугались Ельцина. Потому что даже если они были готовы продолжить существовать в рамках союзной структуры с надфигурой, фигурой, которая как бы уравнивала их всех, включая Россию. И зная Горбачева, они знали, что они могут его не бояться, что они, так сказать, могут на него влиять, они могут от него чего-то добиваться. Совсем не такое у них было отношение к тому, чтобы во главе этой новой возможной коллективной структуры окажется Борис Николаевич Ельцин. Человек с совсем другой репутацией, к которому были совсем другие у многих отношения, в том числе личные. А главное,
он был один из них. И почему вдруг он, в то время как, что касается Горбачева, вопрос о легитимации в глазах и в головах этих партийных лидеров не стоял. Он, в конце концов, генсек для них оставался уже пожизненно. Ну ладно. Есть еще что-то существенное? А то уже, по-моему... Да мы можем, с одной стороны, с вами бесконечно разговаривать. Да, это бесконечно, это можно ходить по кругу. И если есть что-то там у вас в загашнике, 1-2 вопроса... Мы просто набираем разных формулировок. Набираем красивых формулировок ваших. Они нам в монтаже очень пригодятся. Красивых. Я не за красивостью гонюсь. Можно я задам вам вопрос лично про вас? Давайте. Сейчас складывается впечатление, что вы человек таких прозападных либеральных взглядов. Это всегда было так? Или вы прошли какую-то трансформацию на протяжении последних, уже 30 лет? Ну, вы знаете, странным образом я стал меньше прозападным человеком с тех пор, как я, вот уже 20 с лишним лет живу между Москвой и Францией, потому что, это обычная ситуация. Возьмите того же Солженицына, который стал яростным антизападником, когда он там... Вот, потому что я вижу больше, так сказать, изъяны, и с меньшим идеализацией отношусь к этой модели. Тем более, что она, может быть, даже раньше заслуживала вот такого нашего идеализированного восприятия. С одной стороны, как цель, как горизонт, к которому, так сказать, надо двигаться. Вот. Но после того, как Советский Союз рухнул, и исчез враг, которого она боялась, и ради которого она должна была, так сказать, соблюдать приличие, будем так говорить, ходить в костюме, значит, давать образцы служения демократии, правам человека и так далее, сейчас уже нет необходимости ради чего стараться. И вот в этом смысле она и распоясалась. Смотрите на международное право, на Трампа, на Америку, кстати, все это. А что касается меня самого, как меня квалифицировать? Я иногда говорю, и, может быть, даже писал, что я считал себя из каких-то таких догонявших поколение шестидесятников, потому что я все-таки еще застал Москву в годы хрущевской оттепели. Все это выглядело очень вдохновляюще, обещающе. Сам я был действительно вот на этапе моей молодости, я считал, между прочим, зачитываясь первоисточниками, в том числе и коммунистическими, но не кратким курсом, кстати, а другими. Вот, что это все очень такое благородное и, так сказать, и интересное течение. И, не я один, разумеется. Вот, но плюс моя профессиональная какая-то деятельность, потому что я же все-таки международник, поэтому я общался с моими западными партнерами. Для меня было большим ударом ситуация с 1968 годом, то есть поражение Пражской весны, чехословацкий образец мне, и многим в моем окружении казался таким очень обещающим, и, конечно, почему бы и нет, для Советского Союза. В конце концов, сколько может существовать в мире или в обществе, которое в глушилках, так сказать, должно существовать, где нельзя ни газет, ни книг, так сказать, ничего другого не прочитать, не увидеть, не сравнить, где для того, чтобы я сколько-то лет там прожил в Будапеште, там как политический представитель ЦК комсомола, чтобы отец моей жены мог приехать к нам в Будапешт для того, чтобы там у нас родился сын, помочь нам
на этом этапе, должен был пройти через выездную комиссию и, значит, отвечать на вопросы о том, кто первый секретарь ЦК Компартии Венгрии или что-то такое. А его беспартийная жена, наша бабушка, не должна была получать характеристику, чтобы ехать. Ну, короче говоря, это была, конечно, абсурдная ситуация, и хотелось другого, всем хотелось перемен. Поэтому считать это прозападным, я не знаю, почему прозападным. Это казалось, это давайте читать, кстати, русских прозападников, от Чаадаева до Пушкина, кстати, и других, не потому, что они хотели уехать на Запад, а они хотели, чтобы их страна была современной, гуманной, цивилизованной и порядочной, чтобы ее не стеснялись. Вот для меня годы, когда я не стеснялся своего гражданства советского, это были годы перестройки, это были годы Горбачева. Это были годы, когда на самом деле тому, что происходило у нас, затаив дух вообще на Западе, аплодировали, не потому, что они считали, что это идет капитуляция Советского Союза, они видели, что эта страна вдруг возвращается в современный мир и цивилизованный. Поэтому, ну, почему это называть прозападным? Ну, это кодовое слово просто такое, прозападное, то есть условно современное, открытое, демократическое. Ну, я думаю, от этого надо избавляться, потому что так же, как от глупого совершенно термина, мы вот долгие годы в него играли, что вот, а вот в цивилизованном мире, почему это в цивилизованном мире? А что это? Америка сейчас цивилизованный мир? Нет, конечно. И при этом, ну и главная беда – это то, что если мы будем рассматривать то, что с нами произошло, как поражение страны, как поражение державы. Это не поражение, это избавление. Я иногда говорю, что для нас то, что рухнула Берлинская стена, это не стратегическое, кстати, поражение, а это избавление в том числе и нашего общества от стены, которая его отгораживала от остального мира. Мы вполне заслужили этого. Но стать конкурентоспособной, для этого нужны другие качества, чем просто ракеты, парады на Красной площади или какие-то эти самые возрождения ДСАФ.